пациента, боль в области сигмоидной части прямой кишки. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 63 лет. Дата исследования – 24 мая 2022 года. Область исследования – органы брюшной полости, забрюшинного пространства. Представлена только венозная фаза сканирования, толщина представленных сканов 5 мм, что затруднило трактовку результатов исследования. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Эвакуация жидкого контраста не нарушена. Тонкая и толстая кишка заполнена рентген-позитивным контрастом. В нисходящей кишке многочисленные дивертикулы диаметром до 12 и 16 мм. Убедительные КТ признаки отека прилежащей жировой клетчатки не выявлены. В левой подвздошной области шовный материал. Печень КРБТ 148 мм, Карлт 68 мм, контуры четкие, ровные. Диаметр портальной вены 13 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Поджелудочная железа обычных размеров с четкими контурами, паренхима диффузна неоднородна. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без ЭРДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, Y-образной формы. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, лоханка расположена экстраренально, ее передний-задний размер 16 мм. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурная. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурная. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Сформирован левосторонний сколиоз до 52 градусов с вершиной VTH11. Установлена металлоконструкция ТПВП, правый стержень ее сломан на уровне тела L1, с захождением отломков на 8 мм. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение. КТ-картина нарушения целостности металлоконструкции, левостороннего сколиоза третьей степени, дивертикулеза толстой кишки. Рекомендована консультация травматолога-гастроэнтеролога. 4 июня 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Из стандартных 4 фаз в архиве только одна, и та в плохом качестве. Сделана из лени и для уменьшения архива пациента. В целом есть вторые проблемы. Металлоконструкция сломана, и это нужно исправлять. Со временем будет только хуже. Второе. В нисходящей части толстой кишки множественные дивертикулы. В представленном качестве. Данных за воспаление их нет, но это не точно. Обычно такое смотрят на толщине среза 1 мм в нативную фазу сканирования. С этим имеет смысл обратиться к гастроэнтерологу.